Представьте, что завтра начинается война. В небе сталкиваются новейшие истребители США и СССР. Но по какой-то причине американские ракеты всегда попадают в цель, а советские радары слепы. Советские самолеты падают один за другим. Это не фантастика. Это был реальный сценарий 80-х годов. И виноват в этом был всего один человек. Не генерал, не политик, а тихий, скромный инженер с зарплатой в 300 рублей. Адольф Толкачев. За 6 лет он передал ЦРУ тысячи страниц секретных документов. Он сэкономил бюджету США миллиарды долларов и заставил СССР переделывать всю систему военной авиации. В ЦРУ его называли «сферой», в КГБ — самым опасным предателем в истории. Почему он это сделал? Ради денег? Ради славы? Нет. Он делал это ради мести. Это история шпиона на миллиард, которого погубила не его ошибка, а предательство на другом конце света. Москва, середина 70-х. Адольф Толкачев — ведущий конструктор секретного НИИ «Фазотрон». У него есть доступ к святая святых — разработкам радаров для новейших перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31. У него хорошая зарплата, «Жигули», квартира в высотке у посольства США. Казалось бы, живи и радуйся. Но внутри Толкачева кипела ненависть. Все началось с его жены Натальи. Ее родители пострадали во время сталинских репрессий. Мать расстреляли, отца отправили в лагеря. Толкачев видел, как система ломает судьбы, и решил мстить. Мстить тихо, но так, чтобы было больно. Он не хотел бежать на Запад. Он хотел разрушать систему изнутри. И у него в руках было идеальное оружие — чертежи, за которыми охотился весь мир. Вы думаете, стать шпионом просто? Толкачев пытался связаться с американцами почти год. И это был настоящий цирк. Сначала он просто подходил к машинам с дипломатическими номерами и бросал внутрь записки. «Я инженер, у меня есть секреты, свяжитесь со мной». В ЦРУ были в панике. Они думали, что это подстава КГБ. Ну какой идиот будет так открыто предлагать секреты? Они игнорировали его 4 раза. Толкачев был в отчаянии. Он начал стучать в стекла машин. В одной из записок он написал: «Я не провокатор. Я могу передать вам схемы радаров, которые вы не увидите еще 10 лет». Наконец, резидентура ЦРУ в Москве решилась. Риск был огромен. Если это ловушка, разразится международный скандал. Первая встреча состоялась. Толкачев передал пленку. Когда в Лэнгли проявили снимки, генералы схватились за головы. Это было золото. Началась игра в кошки-мышки, которая длилась 6 лет. Толкачев стал самым продуктивным агентом. Он выносил секретные документы из НИИ в обеденный перерыв, бежал домой, фотографировал их на специальную камеру Pentax, которую ЦРУ замаскировала под брелок для ключей, и возвращал бумаги обратно. Как именно он передавал эти горы документов под носом у КГБ? Методы были достойны голливудского кино. Толкачев никогда не встречался с агентами в людных местах. Они использовали мертвые почтовые ящики. Например, старая грязная строительная рукавица, валяющаяся в телефонной будке. Никому и в голову не придет ее поднять. А внутри кассета с сотнями снимков сверхсекретных чертежей. Или магнитные контейнеры, замаскированные под грязные камни или куски кирпича. Агенты ЦРУ просто прилепляли их к обратной стороне дорожных знаков на окраине Москвы. Когда Толкачев сигнализировал о готовности, например, открывая форточку в определенное время, американцы проезжали мимо и забирали посылку. Сам процесс съемки был пыткой. Толкачев запирался в туалете НИИ во время обеда. Он ставил документы на бачок унитаза, вставал на сиденье, чтобы поймать свет из узкого окна, и щелкал затвором миниатюрной камеры Pentax ME Super, которую ЦРУ модифицировала специально для него. Один щелчок, и секрет на $1 миллион уходит за океан. Если бы в этот момент кто-то дернул ручку двери туалета, все было бы кончено. Интересный факт. Толкачев почти не требовал денег. За свои услуги он просил странные вещи. Импортные лекарства для жены,
книги Булгакова и Пастернака, запрещенные в СССР, кассеты с рок-н-роллом для сына, Битлз, Лед Зеппелин, Пинк Флойд. Он продавал родину за музыку и книги. Конечно, на его счет в США капали миллионы, но потратить их в СССР он не мог. Он жил двойной жизнью. Днем — советский инженер, вечером — миллионер, слушающий рок на кухне. За эти годы он передал схемы радаров для МиГ-29, МиГ-31 и Су-27. Американцы узнали о советской авиации все. Они перестроили свои истребители F-15 так, чтобы те были невидимы для советских радаров. Ущерб обороне СССР был колоссальным. Чтобы вы понимали масштаб катастрофы, Толкачев не просто передавал бумажки. Он отдал американцам ключи от советского неба. Главным трофеем стали чертежи радаров, которые могли видеть цели на фоне Земли. Для 70-х это была революция. До этого радары слепли, если самолет летел низко. Благодаря Толкачеву инженеры США полностью переписали электронику для своих истребителей F-15 Eagle и F-16. Они сэкономили 5 лет разработок и около $2 миллиардов. По курсу 80-х это астрономическая сумма. Последствия этого предательства мир увидел только в 1991 году, во время операции «Буря в пустыне». Иракская армия была вооружена советскими МиГ-25 и МиГ-29, теми самыми, секреты которых продал Толкачев. Американские пилоты говорили, что это было похоже на стрельбу по тарелочкам. Они знали слепые зоны советских радаров, знали частоты, знали, как заглушить сигнал. Советская авиация, гордость сверхдержавы, была унижена в прямом эфире CNN. И все это — работа одного человека с камерой в брелке. Но как КГБ поймал его? Ошибка Толкачева? Нет. Он был сверхосторожен. Его сгубило то, чего он не мог предвидеть — предательство в самом сердце ЦРУ. В 1985 году из ЦРУ уволили сотрудника по имени Эдвард Ли Ховард. Обиженный на начальство, Ховард напился, улетел в Австрию и пришел в советское посольство. Он продал КГБ самое ценное, что знал. Имя агента — Сфера. На Лубянке не поверили своим ушам. Человек, который годами работал у них под носом в закрытом НИИ, оказался главным шпионом Америки. Операцию по захвату разрабатывали лучшие умы контрразведки. Брать его решили тихо. 9 июня 1985 года. Толкачев с женой едет на дачу. Он спокоен. В тайнике лежат новые пленки. Вдруг машину останавливает ГАИ. Обычная проверка документов. Но как только Толкачев выходит из машины, на него налетает группа «Альфа». Захват был мгновенным. Он даже не успел раскусить ампулу с ядом, которую носил в зубе. Когда КГБ получил наводку от перебежчика Ховарда, они не схватили Толкачева сразу. Это была тонкая игра. Контрразведка хотела взять с поличным его куратора из ЦРУ, Пола Стомбаха. Чекисты позволили Толкачеву назначить встречу. Когда американский дипломат приехал забирать закладку, его жестко скрутила группа захвата «Альфа». Это был грандиозный скандал. А что сам Толкачев? В Лефортово он вел себя не как сломленный человек, а как торговец. Он понимал, что обречен. Но он пытался выторговать жизнь не себе, а своей жене Наталье. Он умолял не сажать ее, утверждая, что она ничего не знала. Хотя она помогала ему с пересъемкой материалов. Следователи КГБ вспоминали, что Толкачев до последнего верил в помощь американских друзей. Он спрашивал: «Рейган уже звонил Горбачеву по моему поводу? Меня обменяют?» Ему даже подыгрывали. Следователи намекали, что обмен возможен, если он сдаст все шифры и каналы связи. Толкачев выложил все. Он сдал всю агентурную сеть, методы связи, тайники. И только когда из него выжили все до последней капли, ему зачитали настоящий приговор. Обмена не будет. Говорят, когда его вели на расстрел, он уже не мог идти сам. Ноги отказали от страха и осознания того, что его просто использовали и выбросили. В СИЗО Лефортово Толкачев сразу во всем признался. Он надеялся, что американцы его обменяют, ведь он сделал для них так много. ЦРУ действительно пыталась договориться об обмене, но СССР был непреклонен.
Ущерб был слишком велик. Такие предатели не должны жить. 24 сентября 1986 года. Приговор – высшая мера – расстрел. Приговор привели в исполнение быстро, а его жена Наталья, ради которой он все это начал, получила 3 года тюрьмы. Сын стал изгоем. Адольф Толкачев стал самым эффективным шпионом США за всю холодную войну. Его портрет до сих пор висит в штаб-квартире ЦРУ. Но стоила ли это месть разрушенной жизни его семьи? Он хотел наказать систему, но система раздавила его, как только получила наводку. Ирония судьбы. Шпиона, который предал страну из-за идеологии, сдал американец, который предал свою страну из-за обиды и денег. А как вы считаете, Толкачев — это идейный борец с режимом или банальный предатель, заслуживший свою пулю? Пишите в комментариях. Это был Код доступа. Подписывайтесь. Здесь мы вскрываем архивы, которые молчали десятилетиями.